Друзья, всем привет! Покажу вам, как на ВАЗ-2106 разбирал я двигатель и не мог откручивать гайку храповика на коленвале. И мучился я, ходил по городу, искал ключ. У кого-то я смотрел ключ на 36, у меня ключ на 38. Не нашел я ни баллоневый ключ, ни головки никакой. И пришел мне в голову очень хороший способ. Хочу поделиться, там мало у кого не будет ключа или не сможет откручивать, пригодится. И смотрел, другие на машине откручивают, у других там на 36 ключ, но у меня на 38. И еще кто-то говорил, что там на коленвале левая резьба. Не знаю, может быть у кого-то и левая, но у меня правая резьба. Направо откручивается, налево, то есть направо закручивается, а налево откручивается. Сейчас я покажу свой способ простой. Кому-то точно пригодится. Значит, друзья, смотрите, вот он, коленвал. Не буду я его вытаскивать. Он грязный, надо его еще помыть. Вот, открутил тут. Так, что у нас получается? Получается, я его вытащил вместе с вот этой крышкой защитной, вместе с шкивом и вместе с этой гайкой храповика. И не мог я откручивать. Пробовал и газовым ключом, искал в городе баллоневые ключи, даже газоновские, там говорят, подходят, и ничего не нашел я. И придумал я вот такой способ. В общем, взял я этот коленвал, зажал в тиски здесь. И сейчас покажу инструмент. И взял я вот зубилу такую и вот такую кувалдочку. И вот она, гайка храповика. И вот так ставил и бил потихонечку. И потом пошла. Если вы думаете, что гайка слабая, вы ошибаетесь. Гайка мощная, сталистая. Смотрите, что она сделала из зубила. Видите, как ее побила. И вот такой способ, друзья. Я думаю, можно даже и на автомобиле так откручивать. Потому что, я же говорю, в городе полдня искал, я везде был и по разборкам не нашел я ничего. Кто-то говорил на 36 у них ключи, но у меня на 38. Не знаю, может эти поновее, которые на 36. Этот постарее, что ли. Вот такой способ, друзья. Коленвал надо будет отправить на росточку. Получается, где где шатуны с поршнями, выработки нету. А на коренных, вот где закручивается в блок, есть выработка. Вот он блок, друзья. Разобрал я его полностью. Кстати, вот еще хочу вам показать. Я не знал, но теперь знаю. Вот этот поросенок, или как ему еще говорят, я не знал, что у него есть тоже вкладыш. Оказывается, у него есть вкладыш. Вот, друзья. На большом идет железный такой вкладыш. Я его выбил, покоцал немножко. Уже надо будет поменять и поросенок, потому что здесь они уже, смотрите, видите, какая выработка идет. И эти вкладыши вытаскивать. И на маленьком вот такой вкладыш идет. Вот он.
непонятно, то ли медный, то ли бронзовый, то ли латуневый. Ну, что-то в этом роде. Вот так, друзья. До сих пор не знал, что тут тоже вкладыши есть. С блоком. Что с блоком? С блоком... С блоком. Вот они. Гильзы вроде бы нормальные, но, как говорят опытные мотористы, которые много лет занимаются ремонтом двигателей, когда они капиталят, если касается что-то поршней, все такое, они отправляют на расточку, или там, если уже расточка не помогает, гильзовка. И, в общем, друзья, блок на расточку отправлю уже. Специалисты скажут, какие поршня купить, и под каждый поршень отдельно будут делать расточку. Потом этот коленвал на расточку тоже, головку на шлифовку. И, друзья, еще головку я не разбирал, надо будет снимать эти. Головка у меня в багажнике машины лежит. Надо будет разбирать клапана там, посмотреть, что там с этими втулками направляющими, в каком они состоянии. Ну, там пробки под замену, ракера под замену, распредвал с постелью под замену. Вот так вот. Ну, потом, что еще? Этот венец надо будет менять на маховике, потому что там видно, что у него с двух сторон выработка. Видать, одна выработка идет с одной стороны, потом его снимаешь и переворачиваешь хорошей стороной. И вот такие дела, друзья. В общем, потихонечку уже будем его капиталить. Еще, друзья, надо будет помыть. Я не знаю, я думал его мыть горячей водой и порошком каким-то, но мне кажется, это будет малоэффективно. Скорее всего, надо будет купить какую-то химию, побрызгать, чтобы разъела вот всю эту грязь. Не буду же я токарям такие грязные привозить. Потому что вот только берешься, и руки уже неприятно, в общем. Надо, чтобы чистенькие были, чтобы токарям приятно было работать. Вот такое видео, друзья, информативное. Кому-то точно будет полезен. Ну что, кувалда и зубила иногда очень выручает. Ну все, друзья, всем счастливо, хорошего дня, хорошего вам настроения, здоровья, счастья и с праздниками.